Добро пожаловать в мир гармонии, света и интуиции. С вами Ева. И сегодня мы посмотрим тему, почему мужчина вам не пишет. Что же такое происходит? Что у него в мыслях, чувствах, что у него на сердце, почему он не делает этот шаг, почему от него нету никакой весточки. Давайте посмотрим. Сегодня у меня для этого будет колода Love Me Oracle, потому что все мы хотим любви. Эта колода вот прям очень хорошо сегодня, я чувствую, поработает нам на эту тему. Загадывайте единички, ваш вариант. Вот, и уже первая карта выходит для вас, для первого варианта. Загадывайте вашего мужчину, визуализируйте его, представляете. Очень советую смотреть оба варианта, потому что часто они резонируют. Или выбирайте двух мужчин сегодня, как пожелаете. Но вот я чувствую, что расклады сегодня будут не противоположными, а перекликающимися, поэтому, возможно, оба варианта вам будут сегодня, принесут какую-то пользу. Вот, для единичек, видите, freedom, autonomy, mobility. То есть be yourself, live free as a bird. То есть мужчина, понимаете, он не пишет, потому что он не чувствует перед вами какой-то, ну, как, скажем так, каких-то обязательств, что он должен вам звонить. Он считает, что как бы я свободная птица, хочу пишу, хочу не напишу. Даже если у вас какой-то был диалог, какая-то переписка, он мог как-то пропасть из этой переписки или на что-то вам не ответить. Ну, он как бы считает, я свободный человек, сейчас я занят, ну, отвечу потом или не отвечу потом, я там ничем не обязан. Вот, у него есть такое чувство, что я ничем не обязан. Это немножко по легкости такое идет. Я как бы свободный человек. Вот, и он как бы, ну, не хочет, не стремится как-то себя обренять, он не чувствует, что у него есть какое-то чувство долга, знаете, то есть как-то вот спешить сейчас и отвечать. Вот такая вот карта. Усилие, слабость, дать себе... give all for all in our victory. Ну, интересно, да, то есть он... Понимаете, он считает, что если он будет вам, если он будет вот это вот как бы писать вам, первый делать шаг, как бы уходить глубоко в эту переписку или в какое-то общение, он, как бы, знаете, он немножечко как бы покажет свою слабость. То есть он таким образом немножечко перетягивает, знаете, вот этот мячик на свою сторону. То есть у него есть желание показать, что он решает, когда вы будете общаться. Он решает, когда он будет отвечать или нет. То есть он немножечко как бы вам дает понять, что как бы slow down, как бы остановись, притормози. То есть он немножко такую доминацию свою по таким образом показывает. То есть это как бы немножко такая как бы игра. Это игра однозначно. То есть он хочет вам показать, что типа я главный, я решаю. Так, тут у нас вышла обнаженная женщина. Вот. Sacrifice, letting go, devotion. И, кстати, цифра 2 почему-то на этой карте мне сразу бросилась, потому что я вот вижу, что он не пишет, потому что он чувствует к вам притяжение, он чувствует, что вы могли бы быть парой. Sacrifice, letting go, devotion, time consuming sacrifice will not yet... ну это, кстати, вот карта у нас, кстати, в прошлом раскладе тоже выходила, да, что он чувствует, что если он будет прилагать эти усилия, писать, да, что это как бы, ну, для него это даже будет каким-то, знаете, это не только даже вот sacrifice, что как бы, что как бы я принесу себя в этом жертву, но он чувствует, что если он как бы будет давать такие, знаете, будет вам писать, проявляться, первым писать, или, может быть, он в переписке пару слов написал, пропал, знаете, такое тоже бывает. Вы что-то спросили, он пропал, или он сначала писал, потом пропал, да, то есть он просто почувствовал, жареным как бы запахло, что тут надо как-то уже серьезно настраиваться, может быть, действовать, что-то у женщины уже чего-то большего ждет, а он такой испугался, а я этого готов, то есть это какой-то, знаете, вот нужно какой-то уже жертвовать чем-то, нужно в хорошем смысле, нужно что-то уже делать, вот, поэтому вот это вот такая вот, какая тут карта выходит сейчас. Smiles, joy, happiness. Ну, он еще, понимаете, он не пишет, он хочет вам продемонстрировать и показать, что он такой легкий, веселый, как бы ответил, не ответил. То есть он пытается немножко сбить градус этих отношений таким образом, каких-то, может быть, переписок, если у вас переписки. То есть он как бы немножечко какую-то такую легкость включает, что вот, ну, как бы вот как-то так, понимаете, да? Вот, сбить градус, потому что когда градус поднимается, его это
Я смотрю, у него дыхание перехватывает, он такой, так, стоп, это не телефон куда-то подальше, или там что там, где вы там переписываетесь, компьютер, я не знаю, там, ну, телефоны, сейчас у телефонов, он типа подальше, это не испытываем от греха подальше, от греха подальше, ну да, видите, вот у него сразу начинаются муки, он весь сразу, у него там кровопотеки, видите, он стоит обнаженный, он видите, он обнаженный, стоит голый. Forgiveness, freedom, recognition. То есть ему, если, понимаете, если он идет в эту близость, он сам пишет или там отвечает, как-то вникает в этот диалог, то есть у него начинается реально какая-то, знаете, переосмысление, ему нужно работать с теми эмоциями, которые поднимаются, стрела ему разбивает сердце, и он как бы все, уходит в себя. Нежный, нежный. Возможно, у него не такой ритм, не такое открытое сердце, как у вас. И вот из потока идет. Возможно, этот человек не так, знаете, вот если серьезно, то из потока идет, что, как сказать, без всяких шуточек, у человека, возможно, не та глубина, которую вы хотели бы. Он может быть, ну, в смысле, что он не может так глубоко и быстро, как вы. То есть вы, женщина вообще быстрее, да, в плане чувственных, и вы от него ожидаете такого же, а он, когда вот чувствует этот темп, который вы задаете, он такой как бы сразу все как бы назад, так, стоп, что происходит, мне нужно понять, куда-то мы идем, что происходит. То есть он теряет контроль, и он начинает вот это, знаете, отмораживаться, как говорится. Вот, включать заднюю. Включать заднюю он начинает. Сейчас проверим, насколько я права. Meeting, date, encounter. Но он хотел бы с вами и встречи, и близости, и какого-то, знаете, вот чтобы вот так вот распахнули свою душу. Вот. Ну, нам показывают, что, понимаете, он таким образом немножко набивает себе цену. Возможно, он чувствует, что, может быть, где-то перед вами провинился, или он чувствует, может быть, я не настолько хорош. И вот он, понимаете, перед этой первой встречей немножечко набивает себе цену. Сейчас посмотрим. Опять выходит эта карта. Видите, он чувствует, он себя видит уязвимым. Он себя видит, как бы, знаете, не может быть не сильно достойным вам. То есть он чувствует, что он, может быть, в чем-то слабее перед вами, что, может быть, вы какая-то сильная, он видит вас какое-то, знаете, благородство, достоинство, вообще какая-то вы классная. Хотя, может быть, у него там на внешнем уровне все даже как бы круче, там стабильнее и так далее, чем у вас. И даже, может быть, в жизни какие-то, да, есть какие-то обстоятельства. Но внутренне он чувствует, что он как бы проигрывает вам. И поэтому он пытается как бы вот тем, что он не пишет, как будто бы мячик на свою сторону. Понимаете, как бы перекинуть, немножко как бы контроль вернуть себе над ситуацией. Очень интересно. Да. Вот. Здоровье, специалист, финансы. Ну, вот тут еще, знаете, может быть такой момент, почему он выпадает из переписок, потому что, может быть, у него сейчас сложный период жизни. Видите, какой он здесь серьезный, драматичный. То есть он, может быть, переживает какие-то, вы, может быть, не все знаете о том, что у него в жизни происходит. И когда вы пытаетесь там в переписке или в общении как-то, знаете, пойти дальше, как-то все как-то динамичнее, как-то развиваться, он как бы немножко потому что у него или ресурса не хватает, или по здоровью проблемы. Может быть, вообще он там, знаете, такой с температурой лежит условно, да. Ну какие-то у него есть, в общем, сложности. Может быть, на работе проблемы, может быть, финансовые. И у него просто нету сейчас ресурса отдавать в отношения столько, сколько, в общем-то, у вас есть ресурсы на эти отношения. Вот, поэтому вот у единичек у вас причина, почему он не пишет, видите, она достаточно такая. Вот. Интересно, у нас в прошлом раскладе тоже была эта карта, номер 1. Ну, он для вас, все равно он вас видит женщиной, понимаете, он видит в вас женщину очень светлую, он в вас заинтересован, он на вас все равно смотрит. То есть я не думаю, что он сейчас не пишет по первому варианту, потому что вы ему не интересны. Нет, просто потому что есть другие причины. Вот. И он даже, может быть, тем, что он не пишет, он, знаете, как будто бы внутри еще простраивает, там, визуализирует, обдумывает еще ваши отношения. То есть он как бы собирается с мыслями. Вот, он собирается с мыслями, пытается для себя разобраться, что он чувствует, что он не чувствует, чтобы лишнего не сказать, чтобы вас как-то, может быть, там не обидеть, или как-то, чтобы эти отношения вдруг не пошли не в ту сторону, понимаете, да? Вот, ну, давайте дальше с единичками, я думаю, hope, future, да, lose hope, you may die, desire. Ну, вот, вам показывают, видите, совет, что, ну, не отпускайте надежду, я думаю, что мужчина напишет. Я думаю, что мужчина напишет, и это вам принесет, на самом деле, радость, вы будете рады, когда он вам напишет.
Поэтому для единичек, я думаю, что он вам напишет, посмотрите. Напишите потом в комментариях. Я думаю, что даже здесь по срокам 2 дня, 2,5 часа, 5 дней, вот такие вот какие-то цифры. 2 дня, 2 часа, 5 часов, 2,5 дня. Вот такие вот 2-5 какие-то вот такие вот идут мне. Максимум 5 дней. То есть это не 5 недель, 5 месяцев, это вот прям вот сейчас. Горло у меня сразу же запершило, интересно. Я же говорю, что может быть приболевший быть. Может быть не в ресурсе, когда человек не в ресурсе, да, то есть там кажется, что как куда-то человек пропал, а он там, может быть, знаете, не знаю, там в больнице, у него там может быть горло или может быть с температурой. У меня горло сразу, знаете, запершило. У него могут быть объективные причины на то, чтобы выпадать из диалога или там, не продолжать его в таком темпе. Вот, поэтому, а вы уже там себе придумали. Ну, давайте смотреть дальше двоечки. Вторая причина у двоечек, не вторая причина, а у двоечек второй вариант, почему мужчина вам не пишет. И тут есть такая интересная карта. Какие-то есть треугольники. Тут цифра 3, я даже из потока вижу, что какие-то есть треугольники, или, может быть, он еще переписывается с кем-то еще, или у него есть какая-то другая женщина, или у вас кто-то есть. То есть есть какое-то третье лицо, которое как будто бы встает периодически. Может быть, такое мне идет, что у него сейчас еще с кем-то есть отношения, и он вам сразу может не отвечать, или когда-то он переписывается с вами, кто-то у него там заходит в комнату, я не знаю, если это он там на работе, он там что-то вам писал, потом кто-то ему зашел в офис, он перестал писать, а вам кажется, что он как бы выпал из диалога, или там с вами не общается, не пишет вам, пропал на несколько дней, а он как бы там в каких-то делах. Или у него может быть такое, что тут даже не в статусе любовница, у человека может быть кто-то есть, но по легкости, вот. Поэтому тут нам говорят, что любые вот эти вот секреты, любые эти тройнички, любые такие истории, они все равно рано или поздно выйдут на поверхность. Вот. И, ну, как бы, понимаете, это будет все равно восприниматься как разочарование, как предательство. Вот. Поэтому он не пишет, потому что, ну, скажем так, у него есть какие-то еще там обстоятельства. Вот. Для вас это может восприниматься как предательство. Вы можете испытывать разочарование. Но это на самом деле в какой-то степени это можно так и назвать, потому что у него кто-то что-то есть, он на что-то отвлекается. То есть вы для него, возможно, не эксклюзивно. Вам хотелось бы, возможно, эксклюзивности, но это в данный момент не так. Но, понимаете, когда люди общаются, только знакомятся, никто никому ничем не обязан. Вы пока не договорились о какой-то эксклюзивности, то вы даже внутренне можете предъявлять человеку таких претензий, понимаете? Вы немножко снимите этот градус, потому что я чувствую, что наслаждайтесь. То есть если у вас какая-то переписка с человеком, общение, новое знакомство, наслаждайтесь этим, понимаете? У меня начал прям желудок урчать, потому что, понимаете, вы как будто бы настолько изголодались по чувствам, что вы настолько много кладете на эти новые общения или, в принципе, на это общение с человеком столько всего, что вы прям, как сказать... Он не выдерживает этот груз, у вас может быть только начало отношений, какой-то новый, как сказать, начальный этап, а вы уже за него, знаете, замуж вышли, детей от него родили, уже представили, как у вас там семейный ланч. А он как бы, типа, мы только привет сказали, понимаете? Привет, как дела там условно. Вот, обнаженная тут женщина, тоже я ее прикрою, видите? Femininity, beauty, natural. Понимаете, вот быть в вашей женской энергии, понимаете? Женственность, если ты женщина, но если натуральная красота, если ты мужчина. То есть, понимаете, вот вам намекают на том, что вот ведите себя как женщина. Дайте мужчине вести себя как мужчина, дайте женщине вести себя как мужчина. То есть дайте отношениям развиваться как есть, немножечко расслабьтесь, отдайтесь потоку, занимайтесь какими-то другими делами, потому что женщинам свойственно, как только появляется какой-то мужчина на горизонте, даже какая-то небольшая только переписка, неважно, долго, недолго, но женщины начинают залипать, понимаете, в это. И случается, что мужчины начинают отдаляться, они начинают делать эти паузы, понимаете. Вот, когда они чувствуют такое давление. Но есть разные, есть мужчины, понимаете, то есть мы в любом случае мы стыкаемся, сходимся, особенно когда мы только в начале нашего пути, карта какая-то выпала, по травмам, понимаете. Ну вот сразу вышла карта, видите, heartbreak. Мы сходимся по травмам, понимаете.
Вот это вот без любви, вот эти уже какие-то обязательства, когда у вас только начальные отношения, но вы уже от друг друга кучу чего ожидаете, вы от него ожидаете, вот должен написать так, позвонить тогда-то, сделать то-то, у вас уже к человеку претензии, у вас уже от него ожидания, то это, понимаете, ничего хорошего не будет, это будет очень тяжело. Вот, поэтому, девочки, видите, вот такая вот причина, почему он не пишет. Давайте еще посмотрим, почему он не пишет. Мне идет, что есть еще одна причина. Тоже новая колода, тоже она очень, очень острая. Почему он еще не пишет? Вот такая вот карта. Так. Но понимаете, он не пишет, потому что он хочет, чтобы чувства раскрывались, чтобы отношения развивались как-то, знаете, вот как-то вот спокойно. То есть не нужно как-то торопиться. То есть я вот вижу, что у него там могут быть какие-то обстоятельства, может быть, даже какие-то незавершенные отношения или какая-то еще другая женщина, но вы ему нравитесь. Он для вас, он вас видит как женщину, как бы предмет своего интереса. И он как бы постепенно готов присматриваться. Знаете, вот шаг, потом прочувствовать, шаг, потом прочувствовать, понимаете, вот прям вот наслаждаться этим. И тогда вот эта божественная любовь, да, она будет как бы приходить спокойно. А вы хотите с наскока. То есть он хочет такому, знаете, по зрелому варианту, по спокойному с вами знакомиться, общаться, или там как-то, если отношения уже развиваются, то есть как бы хочет все как бы вот поступательно, рассудительно. А вы хотите, давай, все, вспыхнуло, побежали, все, мы любим друг друга. То есть, ну, я не знаю, какой-то идет такой. То есть вы такая достаточно эмоциональная, вы хотите, уже изголодались по любви, вы хотите чувств. Вот. Давайте посмотрим вам совет. Вот такой вот вам совет, двоечки. Да, у зла нету никаких нюансов, только последствия. Понимаете, то есть у вашей вот этой страстности, вспыльчивости, да, в итоге вы, если посмотрите назад, то вы этим только делали себе хуже. То есть вам показывают, что вам немножко сбавить обороты. Видите, у нее сдержанные эмоции, она спокойно сидит. То есть немножечко притормозите. Дайте мужчине, как нам показали, проявлять свою мужскую природу, себе дайте проявлять женскую природу. И посмотрите, возможно, в этом есть какие-то ваши собственные травмы, почему вы так спешите в отношения, почему вы так хотите их быстро сделать какими-то рутинными, почему вы не можете наслаждаться какими-то такими даже паузами в отношениях. Но вот не пишет мужчина, не пишет, и вы как бы живете, и вы как бы все равно испытываете к нему это чувство. Живите этим. Любовь — это прекрасно в любой форме. Задайтесь вопросом, почему вас это так мучает. Это гораздо важнее для вас сейчас вопрос. Вот. Такая вот карта. Издалека ее покажу, потому что тоже обнаженная. Passion, desire, sexuality. If you play with fire, you will get burned. Абсолютно. Это вот то, что я вам говорила, понимаете? То есть если вы будете очень пылко, необдуманно, горячо вы такое бросаться в эмоции, в чувства, понимаете, вы обожжетесь. Вы понимаете? Вот такая вот карта, видите? Клининг карма. Понимаете, вы должны, вот так вот я, наверное, сделаю, сейчас закрою, можете себе заскринить, это вам совет, понимаете? Карма из кармы. То есть если вы хотите вот так вот быстро, резко, горячо что-то делать, это неспроста. У этого есть свои причины. И нам показывают, вот так вот я их возьму, вы их видите, нам показывают, что вам нужно с этим поработать, и вы этим отношениям делаете не лучше, а только хуже. То есть мужчина сразу начинает закрываться, прятаться за какими-то вещами именно вот из-за этого, понимаете? Поэтому как бы вот расслабьтесь спокойно, и все будет хорошо. То есть мужчина, он настроен к вам, у него есть к вам чувства, но и ваша пылкость, ваша напористость, она его пугает, и он делает эти шаги назад. Вот такой вот совет для двоечек, такой сегодня расклад. С вами была Ева, я ясновидящая, целитель, мастер рейки. Я провожу консультацию, помогаю увидеть истинные причины любых ситуаций в отношениях, в здоровье, в любых сферах вашей жизни. Помогаю вам понять, что вам мешает быть счастливыми, и помогаю проработать все эти вопросы. Я была рада для вас провести этот поток на этом оракуле. Смотрите, последняя. Begin with all you need is love. Смотрите, какая классная карта последняя. Все, что вам нужно, это любовь. Посмотрите, какая красивая карта. Beginnings, creation. To begin with, all you need is love. 100%. То есть выбирайте любовь,
Не торопите любовь, не давите любовь, и она действительно будет приносить вам наслаждение. Поэтому с вами была Ева. Оставляйте в комментариях, пожалуйста, ваши впечатления, какой вариант вам понравился. От всей души благодарю всех, кто ставит лайки, кто подписывается на канал, если вы смотрите мои видео. От души благодарю, пусть вам все вернется в стократном размере. И это счастье, это гармония, и это цвет. С вами была Ева. До новых встреч.